Новый день. Мы собирались идти гулять по тропе, и мы идем по тропе. Есть подозрение, что мы ничего не увидим, будем идти как ежики в тумане. Приехали на автобусе, курсирующем до остановки, с которой пойдем по тропе вглубь, а завтра с этого же места на лифте поедем. Красиво, и нам везет, что хотя бы что-то видно, хотя бы снизу, сверху, наверное, сейчас не очень, поэтому на лифт сегодня не идем. Вот. Снимать не буду. Страшно мне за технику. Либо дождь немного утих, либо его деревья сдерживают. Красота здесь, конечно. Очень красиво. Нет, все-таки капает на камеру. Мои девчонки идут сзади, потому что они фотографируют, у них это много времени занимает. Но мне нравится, потому что шума нет постороннего. Очень атмосферно. Слышно, как птички поют, как вода шумит. И вообще сегодня из-за дождя, наверное, особо не видно групп туристов, где гиды кричат в микрофон непрерывно. Идет сначала гора, ее не видно, но она там есть. Затем идет тропа, затем идет ручеек. И затем вот такая отвесная скала. Еще один из плюсов идти вперед одной — это можно петь. Птички очень громко, красиво поют. Надеюсь, за водой слышно. Здесь тропу даже подметают. Тропа очень живописная. Ветви у деревьев красивые. Камни красивые в реке. Камни над головой красивые. Я не записывала. Ура! Ура! Повторы, сплошные повторы. Батареи не хватит на мои ляпы. А здесь должен был следовать фрагмент о том, как на нас нападала обезьяна, и как очень-очень милые китайцы интересовались у меня, одна ли я иду, предлагали к ним присоединиться, кормили обезьянок и нас с Дашей очень вкусными ягодами, но, к сожалению, все эти видео потерялись при копировании с камеры, и я обнаружила это только здесь, уже в Москве. Я больше не одна. Группы начали обгонять, но, по крайней мере, гиды не кричат. Мы пришли на конечную точку тропы, и оказалось по пути, что мы шли не туда, не той тропой, где-то вовремя не свернули. И карта была неверная. Поэтому теперь у нас маршрут где-то раза в 3 увеличивается, зато мы поднимемся на один из столбов, если хватит времени и сил. Я сейчас стою как на такой небольшой площади. Вот такой. Здесь целый парк разбит наверху, среди гор. Мы опять блуждаем. Пора переименовать уже в лошарики. Что ни день, то у нас... Мы пошли по тропе, по которой почему-то никто уже не ходит. Какая-то она, видимо, не очень популярная. И вот буквально через 100 метров стая обезьян. Слушайте, как-то их очень много. Мудрости харизма сидит. Какой-то он застенчивый. Я бы даже сказала, подозрительно застенчивый. Я была права. Я так понимаю, их здесь кормят. И они вон так прыгают, чтобы Ира у них не отобрала и не съела. Здесь в начале тропы прикармливают обезьян. Видимо, чтобы они выходили к людям, и можно было посмотреть. Вот и иди после этого мимо них. Все. Наелись и ушли.
В наших рядах поползли разговорчики про фильм «Поворот не туда». Идем по серпантину. Нам встретились петухи. Даша, что там ела курица? Змею. Поймала, съела? Пошли в ботанический сад, а я дальше в страшную глухую чащу. Ну да, здесь все в лесенках. Таблички висят на деревьях. Какой-то монотонный крик раздается откуда-то из-за гор, из ущелья. Как будто человеческий. Ну вот мы уже идем сколько? На протяжении всего времени мы его слышим. Дорога идет террасами, серпантином. Вот оттуда я сейчас пришла. Получаются такие террасы, с которых вид все интереснее и интереснее открывается. Слышите, кричит? Иногда разборчиво слышно, что это петухи. Только непонятно, что там за такой петух, который просто не переставая на нервах. Тайна раскрыта. Их много, и они по очереди, не переставая, кукарекают. Кажется, мы опять не туда ушли. Ну, хотя бы здесь красиво. Здесь какая-то куриная ферма. О, слышите? Неплохо так ферма расположилась. Мы не умеем читать по-китайски, поэтому мы не знаем, что это. Пошли спрашивать. 1 hour later. Кажется, мы опять не туда пришли. Второй раз за день уже. На все карты я оставлю ссылки в описании. И с путешествия, и конкретно с этого дня, где мы сейчас бродим, ходим, чтобы вы не повторили наших ошибок. Или наоборот. Вон там табличка. Мы оттуда пришли. С обратной стороны там знак «Не входить». То есть, у нас, по идее, тропа должна идти дальше. Мои пошли немножечко разведать тропу вперед. А я осталась пить чай. Все, спускаемся назад. Были примерно на уровне вот самых вершин практически. Скорее всего, как мы думаем, мы уже поднимались на вот эту большую гору, на которую планировали. Домой придем, рельеф прокачается и узнаем, где мы были на самом деле. Я постоянно чувствую себя хоббитом. Ну, точнее как, гостем у хоббитов или у эльфов. Мне нравится. На самом деле, здесь немножко сейчас потемнее и так с туманчиком красиво. Надо будет попробовать обработать красиво. Здесь внизу взрослые обезьяны кормятся, а там целая куча маленьких. У них там как будто детский садик. Да, я навернулась уже разок. Здесь скользкие листья. Спустились мы с этой горы, выяснили. Правильно мы шли, но мы прошли под знак «Не входите на восстановлении». То есть нам нельзя было ни обезьян смотреть, ни дальше идти, нельзя было. И нам до вершины, до самой оказалось совсем немного идти. Но там был еще такой более очевидный знак, что сюда нельзя, видимо, вообще никому, не только туристам. А та тропинка, которая в сторону уходила, она вся заросшая. То есть мы в любом случае маршрут свой рассчитали, исходя из неверных данных, потому что карты у них неточные, и масштаб не соблюдается, и цвета, и все на свете. Так что мы не лошарики, мы удачливые и наглые. Все, мы вышли с тропы. Сейчас пойдем на остановку и поедем в Линьянь, в гостинице, отдыхать. Здесь даже за пределами парка красивые виды. Пока. Смотри, какие